Эта история произошла в 1941 году. Был обычный весенний день на острове Куприянова, в штате Аляска. Это тихое, мирное место, которое стало сценой для удивительного события. Все случилось, когда один мужчина, который занимался поисками золота, бродил вдоль ручья. И вдруг он заметил что-то среди деревьев. Страх мгновенно завладел его телом, когда он увидел огромного волка, но присмотревшись получше, он понял, что животное попало в капкан. При его приближении животное попыталось отступить подальше от человека, но не могло. В это же время он понял, что волк на самом деле оказался волчицей, ее соски были набухшими от молока. Он предположил, что где-то недалеко находится стая голодных волчат, ожидающих свою мать. Мужчина хотел освободить волчицу, но он подумал, что в этом случае она может проявить агрессию и напасть на него. Так что он решил сначала поискать волчат, они должны быть неподалеку, подумал мужчина. Он начал поиски, стараясь найти следы волчицы, ведущей к ее логову. Пройдя некоторое расстояние, он увидел много различных следов и, наконец, заметил в кустах волчью нору. Он побежал к ней, надеясь, что волчата все еще живы. Когда он приблизился, то услышал жалобные поскуливания. К счастью, это были волчата, и все они были живы. Мужчина, увидев волчат, понял, что волчица уже долгое время в капкане, так как они были худыми. Он засунул малышей в сумку и понес их туда, где была их мать. Когда он приблизился, волчица поднялась на ноги, почувствовав запах своих щенков, и горько завыла. Тогда мужчина отпустил волчат, и они кинулись к своей матери. Все вышло так, как он спланировал, и уже через некоторое время малыши сосали молоко. Но не все было так радостно, ведь их мать продолжала страдать от боли. Капкан с каждым разом все сильнее впивался ей в лапу. Мужчина попытался подойти, чтобы помочь ей, но волчица не доверяла ему и при каждом приближении угрожающе рычала. Было очевидно, что она пыталась защитить своих детей. Волчата уже были сыты, но сама волчица все еще была голодна. Мужчина вспомнил, что по пути видел труп оленя. Он вернулся в то место, забрав некоторую часть, и затем снова пошел к волчице с едой и стал кидать ей куски мяса. Почувствовав запах, она быстро начала глотать их. Он решил устроить лагерь рядом с ней и срезал несколько веток, соорудив себе укрытие на ночь. Утром его разбудили маленькие волчата. Они нюхали и вылизывали его лицо и руки. Он поднялся и пошел посмотреть на мать-волчицу, которая продолжала подозрительно на него коситься. Мужчине было необходимо завоевать ее доверие, чтобы вытащить из капкана, ведь это была единственная надежда для нее выжить. Он должен был продолжить обследование территории, но не мог, так как думал только о том, как освободить волчицу. Он разговаривал с ней, кидал еду и играл с волчатами у нее на глазах. Понемногу он приближался все ближе, но в то же время продолжал держаться на безопасном расстоянии. Шел к концу уже второй день. Он снова дал ей куски мяса оленя, приблизился и сказал ей: «Ну давай, девочка, тебе нечего бояться». И вдруг он увидел, что та слегка виляет хвостом, так что он осмелился приблизиться еще больше, остановившись в метре от нее. Немного побыв с ней, он пошел спать. На рассвете третьего дня мужчина проснулся от повизгивания волчат, сосущих молоко. Он подошел, наклонился и погладил их. Волчица спокойно смотрела на это. Тогда мужчина мягко положил руку на застрявшую в капкане лапу. К счастью, волчица больше не делала никаких угрожающих движений. Он силой нажал на капкан, и ловушка открылась, и наконец-то волчица освободилась. Она быстро вскочила и захромала. Мужчина думал, что волчица убежит с волчатами, но нет. Она приблизилась к нему, обнюхала руки и начала вылизывать пальцы. Мужчина подумал, что волчица хочет, чтобы он пошел за ней в лес. Они прошли несколько километров вверх по холму, и вдруг мужчина заметил группу волков вдали и понял, что настал момент оставить волчицу с ее стаей. Тогда он пошел в другую сторону и, пройдя некоторое расстояние, увидел, что спасенная семья смотрит ему вслед, и тогда он помахал им на прощание. С тех пор прошло 4 года. Мужчина был на службе в армии. Ему удалось вернуться на остров Куприянного. Стояла хорошая погода. Увиденное пробудило в нем какие чувства, ностальгию. Что-то заставило его пойти к тому месту, где он видел в последний раз волчью семью.
У него было желание узнать, что стало с той волчицей и волчатами. И в этот момент раздался неожиданный волчий вой в холмах, находящегося в метрах 300 от него. Он увидел медленно приближающийся к нему темный силуэт и понял, что это волк. Дрожь пробежала по его телу. Но вскоре он понял, что животное кажется ему знакомым, и это была та самая волчица. Она встала в десятки метров от него и завиляла хвостом. Неожиданно волчица развернулась и громко завыла. Мужчину ожидал сюрприз. На соседнюю вершину вышла группа волков. Мужчина подумал, что это ее волчата, которых он тоже спас. Волчица немого посмотрела на своего спасителя и направилась к своей стае. С тех пор он больше никогда их не видел. Но всегда, когда слышал волчий вой, он вспоминал о произошедшем с ним с теплотой. Этот случай навсегда остался в его сердце. Эта удивительная история доказывает, что дружба между человеком и дикими животными возможна.